Всем добрый день! Середина ноября месяца я решила произвести осенне-ноябрьское черенкование своих метельчатых гортензий. Сортов гортензий у меня много, и поэтому те, которые пользуются популярностью и спросом, в общем-то, такое черенкование можно и проводить осенью, для того, чтобы получить более ранние черенки, для того, чтобы они больше нарастили зеленую массу. То есть июньское черенкование – это черенкование зелеными черенками, а осеннее черенкование – это черенкование вот уже такими побегами, листва уже опала. И сейчас мы находимся с вами возле гортензии Vanilla Fries. Междоузлие очень длинное, хотя разные сорта, в общем-то, отличаются вот этим расстоянием между узлами. Поэтому в зависимости от сорта я уже посмотрю, какое количество узлов оставлять. Итак, что же мы делаем вначале? Вначале мы нарезаем черенки. Для того, чтобы нарезать черенки, надо выбрать, конечно же, не тонкие побеги, не такие побеги, а хотя бы толщиной приблизительно с карандаш. Ну, вот такой побег, он сгодится для черенкования в осенний период времени. Для срезки черенков я буду использовать вот такие садовые ножницы. Для того, чтобы начать черенкование, обязательно их продезинфицировать. И я буду использовать септоцид. Здесь 96% спирта, поэтому обрабатываем лезвие ножниц, ручки, то есть те части, которые непосредственно будут соприкасаться с черенком. Я видео снимаю одной рукой, поэтому мне не очень удобно. Итак, продезинфицированным секатором или ножницами обрезаю вот так череночек. Весной мы их будем черенковать как положено. Так, ну и покажу, что же будем делать дальше. Посмотрите, вот у полярного медведя череночки будут покороче. Междоузлия у них короткие, то есть расстояние между узлами. Вот это, конечно, мне как бы больше нравится, потому что такие черенки, они как бы лучше получаются к весеннему периоду времени. Значит, нарезаем и черенки с полярного медведя. Черенкование я буду производить в теплице. Я здесь подготовила почву, хорошенько перекопала, разрыхлила, граблями разровняла. Здесь всегда достаточно влажно, особенно к краю теплицы. И именно здесь будем устанавливать наши черенки. Сейчас будем производить нарезку черенков. Для этого вначале полярный медведь будем нарезать. Итак, черенок у нас состоит 1, 2, 3, 4, 5 узлов. То есть черенок достаточно такой хороший. Значит, что у нас получится? В нижней части мы делаем косой срез. Давайте отсюда начнем. Вот так. Приблизительно около сантиметра. Вот так обрезаем. И следующее междоузлие, оно у нас будет над поверхностью почвы. Мы делаем прямой срез приблизительно на расстоянии около 1 сантиметра. Ну, не менее 0,7 миллиметра. Опять-таки делаем срез. Итак, вот эта нижняя часть с косым срезом у нас будет заглубляться. Эта часть будет оставаться над поверхностью земли. Я сейчас нарежу черенки, чтобы так сказать, не забирать ваше время. И затем посмотрим, что же будем делать дальше. Вот такие череночки у нас получились. Это полярный медведь, это Vanilla Fries. Много не брала, просто для примера вам показать. Для того, чтобы посадить черенок в почвогрунт, не обязательно опудривать вот этот срез.
Дело в том, что все равно корни образовываться не будут в осенне-зимний период времени. Они начнут образование свое где-то в конце весны. Поэтому опускаем мы в корневин или нет, особой разницы нету. Итак, как же мы будем высаживать череночки? Мы их будем высаживать под углом 45 градусов. Вначале будем высаживать с вами череночки Vanilla Fries. Итак, там, где у нас вот такой косой срез, делаем следующее. В хорошо подготовленный почвогрунт опускаем под углом 45 градусов как можно ниже наши череночки. Следующий черенок то же самое на небольшом сравнительно расстоянии, вот таким образом. Следующий черенок то же самое. Можно отступить, если у вас укрытие достаточно большое, то можно отступать побольше расстояния для того, чтобы потом их удобно было извлекать и пересаживать в другие более такие крупные емкости. То же самое делаем с черенками полярного медведя. Аккуратненько их вот так втыкаем и заглубляем. Следующий черенок вот так. Ну и так, пока не высадите все свои череночки. Укрывать я буду 5-литровыми бутылками. Я сделала срезы, подписала. Сейчас покажу, как они выглядят. Вот такие бутли я буду использовать. Одну бутылку разрезала, уже заранее подписала. Vanilla Fries, и здесь полярный медведь. Одну бутылки будет достаточно для 2 сортов, если вам немного нужно. Но здесь крышку мы будем периодически открывать, или же если вы уезжаете с дачи, то можете оставить открытой. А здесь сделала вот такие дырочки для вентиляции. Черенки у нас посажены. Итак, здесь у нас Vanilla Fries. Прикрываем, немножечко прижимаем для того, чтобы плотно держался. И крышечку можно приоткрыть или открыть ее полностью. Там, где черенков побольше, я прикрываю вот таким образом. Это у нас полярный медведь. Вот такое осеннее черенкование, ноябрьское черенкование я использовала в этом году. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.